Всем привет! С вами Всеволод Крафтер, и в этом видео мы научимся делать флок из подручных средств для ваших диорам и террейна. Для этого я уже заготовил базы с текстурой земли. Их я делал в прошлом выпуске рубрики Крафт просто. Ссылочка в подсказках. Сегодня мы попробуем сделать флок из чая, опилок и джутовой нити, а также сделаем флокатор и посмотрим разницу с его применением и без. Первым будет чай. Берете любой зеленый или травяной чай. Желательно, чтобы там было как можно больше листиков, и он был как можно более зеленый. По цвету. Наносим клей ПВА на землю, где хотим, чтобы был флок. И посыпаем чаем. Я выбрал не лучший чай, поэтому, когда высохло, я решил еще его прокрасить. Прям совсем халтурно, одним цветом, сухой кистью. Вот что у нас получилось в итоге. Не лучший результат из тех, что я видел с чаем. Уверен, если подобрать чай лучше, можно его и не красить, и выглядеть будет гораздо интересней. Это самый простой и выгодный способ флока для вашего дешевого домашнего террейна. Главное, чтобы было понасыщеннее по цвету и больше листиков вместо палочек. И все будет то, что нужно. Но даже так, как у меня, результат меня удовлетворил. Я же вообще ничего не сделал, просто клей и чай. Только нужно было красить, наверное, не сухой кистью, а проливкой. Тогда было бы эффектней. Следующим экспериментом будут опилки. Берем опилки, высыпаем в емкость. Добавляем немного краски. Я использую просто дешевый акрил. И размешиваем. Емкость оказалась неудобной, поэтому я рекомендую вам использовать что-то с более низкими бортиками. А в идеале одноразовый пластиковый стаканчик. Сперва мне показалось, что нужно еще больше краски. Но когда это не дало эффекта, я понял, что я забыл очень важный элемент. Нужно добавить воды. Посмотрите, как сразу мгновенно появился результат. Как говорится, просто добавь воды. Теперь нужно дать покрашенным опилкам высохнуть. Вроде бы все. Высыпаем обратно. Размешиваем, разбивая образованные комки. Это очень просто. Далее наносим клей ПВА. Для более тонкого слоя клея я распределяю его кистью. И посыпаем нашими опилками. Встряхнули. И вот остатки на базу. Вот такой результат. На самом деле очень неплохо. Я чаще всего даже вижу флок, сделанный именно из опилков, если он не купленный готовым. Кстати, сейчас он реально ничем не отличается от мелко дробленного зеленого чая. Эта техника раскрывается именно тогда, когда вы используете несколько оттенков опилков. То есть красите их в зеленый, темно-зеленый, светло-зеленый, желтый и комбинируете на вашем террейне или диораме. Красится предельно просто, так что никаких проблем. Дальше флок из джутовой нити. Немного ее расплетаем и нарезаем на нужную длину. Я режу где-то между полсантиметра и сантиметр. Придадим немножечко хаоса. Вот наш флок. Как всегда, наносим клей ПВА. Так как у меня нет флокатора, я просто трясу травой над клеем. Именно так до этого я сделал свой модульный лес. Отряхиваем лишнее и сохраняем остатки. И ждем, пока высохнет. Далее при помощи щетки убираем всю лишнюю траву. Не стесняйтесь. Все, что отпадет, должно отпасть. И быть приклеенным потом. Вот такой результат без покраски. Отличная высохшая трава. Но что, если мы хотим ее покрасить? Я делаю темно-зеленую проливку. Из масла и white спирита. И просто прокрашиваю все места с травой. А вот и результат, когда все высохло. Вполне себе неплохой результат, разве что можно прокрасить ее несколькими проливками, либо сочетать проливку с сухой кистью. Тогда, мне кажется, эффект будет лучше. Это я вообще халтурно очень быстро покрасил. А так, с сухой кистью, мне кажется, будет гораздо лучше. Так, а теперь попробуем сделать домашний флокатор. Берем упругий пластиковый сосуд. В идеале просто обычная бутылка с широким горлышком. Но у меня такой не нашлось, поэтому я взял какую-то банку. Нужно, чтобы крышка закручивалась плотно. Далее делаем в крышке дырки. Примерно вот такие. Высыпаем в банку наш джутовый флок. Наносим клей ПВА на землю. И сжимая флокатор, заставляем его выплюнуть траву на наш террейн. Очень обильно сжимаем. Именно поэтому и нужна бутылка с упругим пластиком, чтобы она очень хорошо восстанавливала форму и не гнулась и портилась. А если ваша крышка не будет плотно прилегать, она будет пропускать воздух не через дырки, а через резьбу, и ваш домашний флокатор будет неэффективен.
Вот что мы имеем, когда все высохло. Снова вычесываем лишнее, и вуаля, ну, на первый взгляд, стоячих травинок больше, чем без флокатора. Далее я также прокрашиваю это той же самой проливкой. Здесь также можно добавить больше проливок или сухую кисть. Тогда будет, мне кажется, гораздо красивее. Ну потому что красить джутовую нить отдельно прям геморрой. Я пробовал, честное слово, нафиг нужно. А вот сравнение двух тайликов, с флокатором и без флокатора. И по-моему, тайл с флокатором выглядит заметно лучше. Да и работать с ним гораздо проще, чем стараться интересно накинуть флок вручную. Вот такой эксперимент. Подскажите, как он вам? Был ли он вам полезен? Вообще, я считаю, что здесь нет метода лучше. Они все работают по-своему. Какие-то удобнее, какие-то быстрее. А также для разных локаций они могут быть более благоприятные и наоборот. Добавь я сразу больше воды, опилки были бы куда зеленей. Если подобрал бы нормальный чай, то он был бы и красивей, и красить бы его не пришлось. А также можно было бы докрасить джутовую нить непосредственно на террейне. Но тут уж сами посмотрите. Чай самый простой и не трудозатратный в использовании. Опилки, наоборот, очень удобные, но их достать уже будет сложнее. А также просеивать от мусора и тому подобные вещи. Джут тоже не так-то и просто нарезать, но зато у него самая интересная объемная фактура. Ну то есть получается реальная трава, поднимающаяся с земли. Вот и все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, был ли полезен вам этот эксперимент. Крафтите на здоровье.